Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео приготовим 5 рецептов из лаваша. Все они несложные в приготовлении и очень вкусные. Такие блюда отлично подходят для обеда или ужина. Первым приготовим капустный пирог из лаваша. Готовится он из самых доступных продуктов. Такой пирог под силу приготовить каждому. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим начинку из капусты. Берем одну луковицу и нарезаем ее небольшими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. 3-4 помидора среднего размера нарезаем кубиками. Полкилограмма белокочанной капусты мелко шинкуем ножом. Нашинкованную капусту еще немного разрезаем ножом на более мелкие части. Капусту солим. Обминаем ее руками, чтобы она стала более мягкой и немного пустила сок. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Готовим еще примерно 2 минуты. Сюда же в сковороду добавляем нарезанные помидоры. Опять перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. Свежие помидоры можно заменить 1 столовой ложкой томатной пасты, только ее нужно развести в небольшом количестве воды. Добавляем подготовленную капусту. Все овощи хорошо перемешиваем. Сковороду накрываем крышкой и тушим капусту примерно 20-30 минут на небольшом огне. Обязательно периодически перемешиваем. Если капуста пустит недостаточно сока, чтобы тушиться, нужно добавить в сковороду немного воды. Готовую капусту снимаем с огня и даем ей немного остыть. Капуста уже остыла. Кладем лист лаваша и на него выкладываем половину приготовленной капусты. Равномерно ее распределяем по лавашу. Немного не доходим до противоположного от себя края, чтобы потом было удобнее сворачивать рулет и начинка не выпадала. Лаваш с капустой сворачиваем в плотный рулет. Так делаем 2 рулета из лаваша. Каждый из получившихся рулетов разрезаем на 8 примерно одинаковых частей. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Все рулетики ставим в подготовленную форму. Равномерно их распределяем по форме. Готовим заливку. Разбиваем 3 яйца. Наливаем 200 мл молока. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Приготовленной смесью заливаем рулетики из лаваша. Стараемся пролить в середине каждый рулетик. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. Измельчаем небольшой пучок петрушки.
Блюдо уже приготовилось, посыпаем его сверху петрушкой и подаем на стол. Пирог из лаваша с капустой получился очень вкусным. Для большей сытности в такой пирог можно добавить фарш или нарезанную колбасу. Готовится он несложно, даже не нужно замешивать тесто, что экономит много времени. Вторыми приготовим очень вкусные и быстрые чебуреки без замеса теста и мяса. Они действительно по вкусу очень напоминают чебуреки с сыром. Такой легкий рецепт обязательно должен быть наготове у каждой хозяйки. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Берем лаваш и разрезаем его на квадраты или прямоугольники со стороной примерно 15 см. Я каждый лист лаваша разрезала на 6 прямоугольников. Всего у меня 2 листа лаваша по 100 грамм каждый. Все готово, начиняем лаваш. Кладем кусочек лаваша. По центру смазываем плавленым сыром. Я использую плавленый сыр янтарь. Сверху посыпаем нарезанным зеленым луком. Лаваш сворачиваем конвертиком. Так подготавливаем все чебуреки. Мне для 200 грамм лаваша понадобилось 120 грамм сыра. Также у меня на канале есть и другие рецепты из лаваша. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. На хорошо разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем чебуреки. Жарим на среднем огне примерно 1 минуту. Как только чебуреки поджарились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые чебуреки снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подаем на стол горячими. Быстрые чебуреки без замеса теста получились ароматными и очень вкусными. Такой вариант приготовления отлично подходит тогда, когда некогда долго готовить. К тому же набор продуктов минимальный. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Третьим приготовим очень необычный пирог без замеса теста. Такой пирог получается очень вкусный и готовится оно очень легко. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Для этого пирога понадобится 150 грамм тонкого лаваша. Складываем его в несколько раз и нарезаем полосками шириной примерно 3 см. Все полоски складываем в стопку и нарезаем небольшими кусочками. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Также можно использовать укроп, кинзу или зеленый лук. В большую миску разбиваем 4 яйца. Яйца солим по вкусу. И перчим. Перемешиваем их венчиком, не взбивая. К яйцам добавляем 150 мл молока любой жирности. Опять все перемешиваем. В эту смесь насыпаем тертый сыр и измельченную петрушку. Немного перемешиваем. Сюда же кладем нарезанный лаваш. Все перемешиваем ложкой. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 26 на 17 см. Приготовленную смесь выливаем в форму и равномерно ее распределяем. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 35-45 минут до красивой румяной корочки сверху. Пирог из лаваша получился очень вкусным и сытным. Готовить его одно удовольствие, так как на само приготовление уходит не больше 15 минут. И, конечно же, никто не догадается, какой основной ингредиент у этого пирога.
Четвертый приготовим очень вкусную запеканку. Готовится она просто и быстро. Сначала подготовим ингредиенты. 200 грамм тонкого лаваша нарезаем на полоски шириной 5 см. Полоски лаваша складываем в стопку и нарезаем на квадраты. Также лаваш можно порвать руками. 2 помидора среднего размера разрезаем пополам и нарезаем пластинками. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 26 на 17 см. На дно формы кладем часть лаваша. На лаваш выкладываем немного творога. Всего понадобится 200 грамм творога любой жирности. Сверху на творог кладем пластинки помидоров. Опять все повторяем. Слой из лаваша, творог и помидоры. Таким методом складываем всю запеканку. У меня получилось 3 слоя каждого ингредиента. Последним слоем кладем лаваш. Еще больше разных рецептов запеканок смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Готовим заливку. В отдельную миску разбиваем 3 яйца. Сюда же наливаем 150 мл молока. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную заливку выливаем в подготовленную форму. Сверху все посыпаем тертым сыром. Форму ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Запеканку подаем на стол горячей. Запеканка получилась очень вкусной и сочной. Готовится просто и даже замешивать тесто не нужно. Она отлично подходит для завтрака или ужина. И последним блюдом приготовим ленивые пирожки с мясом. Рецепт очень простой, даже не нужно замешивать тесто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим фарш. Куриную грудку нарезаем крупными кусками. Подготовленные куски перекручиваем на мясорубке. Я готовлю фарш из куриной грудки. Ее понадобится 700 грамм. Также можно приготовить фарш из других частей курицы или купить уже готовый. 150 грамм сыра трем на крупной терке. В миску с подготовленным фаршем кладем тертый сыр и добавляем 100 грамм сметаны. Сметану можно заменить кефиром. Фарш солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Берем один лист лаваша и раскладываем его на ровной поверхности. Часть приготовленного фарша кладем на лаваш и равномерно его распределяем тонким слоем по всей поверхности. Еще больше разных рецептов пирожков смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Лаваш с фаршем складываем по длинной стороне так, чтобы получился длинный плоский рулет. Так подготавливаем все листы лаваша. Для этого количества фарша мне понадобилось 4 листа лаваша. Каждый рулет разрезаем на квадратные порционные куски. Ширина каждого куска примерно 6 см. В отдельную миску разбиваем 2 яйца. Немного их солим и взбиваем вилкой. Каждый кусочек лаваша обмакиваем со всех сторон во взбитых яйцах и выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем буквально полминуты с каждой стороны до легкого золотого цвета. Все обжаренные пирожки складываем в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20 минут. Пирожки готовы. Такие ленивые пирожки с мясом лучше всего подавать на стол в теплом виде.
Получаются они очень вкусными и сытными. Готовятся совсем несложно и быстро, так как не нужно замешивать тесто. Если вам понравились такие рецепты из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.